Итак, друзья, буквально 40 минут назад 27-й грузинский футболист стал дебютантом, стал участником Лиги чемпионов. Но в этом выпуске мы коротко поговорим о том, как прошел дебют Гурам Акаши, как провели свои матчи Гвилисиани, Лабжанидзе и Цитаишвили. Это Сакартвелоа. Погнали! Начинаем очередной обзор матчей грузинских футболистов. Первым, о ком хотелось бы сказать, это Георгий Цитаишвили. Он играл еще по местному времени в воскресенье ночью, ночь с воскресенья на понедельник. Его Гранада гостила в Эльче. Если вы не знали, четвертый матч уже Цитаишвили проводил. И, знаете, пожалуй, наверное, один из лучших его матчей, потому что он был признан в итоге лучшим игроком матча, получил рекордные 7,9 от Софаскор. Сейчас Цитаишвили, кстати, играет параллельно. Так вот, Цитаишвили получил рекордные 7,9, и вы знаете, он очень много обострял. Вот можете даже на ютубе посмотреть обзор этого матча, я дам какие-то скрины. Еще в первом тайме при счете 1-0 была резкая контратака, Цитаишвили убежал, выкатил на своего партнера по команде, на нападающего, но тут что-то начал мудрить, убирать, и в итоге в ворота просто не попал. Потом, да, первый тайм завершился с таким счетом 1-0 в пользу хозяев. А у Гранады надо сказать, что сейчас дела не очень-то идут. Команда идет на 16 месте. Цитаишвили, конечно, в этом не виноват. Он регулярно играет. Не дают ему 90 минут, тренер его периодически меняет, но, тем не менее, можно сказать, что он такой стабильный игрок основного состава. И вот Цитаишвили во втором тайме все свои шансы использовал. Сначала на 55-й минуте он подал угловой, очень хорошо, на ближнюю штангу. Скинули нападающему на дальнюю, и счет стал 1-1. Ну и спустя буквально 2-3 минуты уже был штрафной совсем рядом. И в этом эпизоде Цитаишвили с партнером по команде, они так немного переиграли, обманули соперников. Сначала один будто бы замахивался и был готов сделать подачу, потом другой. В итоге Цитаишвили подачу сделал, очень точную подачу, крученую, и в итоге счет стал 2-1. После этого Цитаишвили уже тренер решил заменить где-то там на 75-й, на 72-й минуте. К сожалению, Гранада мяч один пропустила, в итоге матч закончился со счетом 2-2. Не самый лучший исход, Гранада сейчас идет внизу, но нужно отметить, что у Цитаишвили все в порядке, он лучший игрок матча не только в составе Гранады, но и вообще в составе двух команд. Еще один Георгий, вообще, конечно, сборная Грузии это такое сборище Георгиев, уж извините меня за такое выражение. Георгий Гвилисиани, футболист, который уже очень давно играет в чемпионате Ирана. И вот, если вы не знаете, то в Азиатской лиге чемпионов формат тоже очень сильно поменялся. И в этом турнире, в первом туре, его Персеполис, иранская команда, играла на выезде против Аль-Ахли Саудовской Аравии. Очень звездный состав у Аль-Ахли, там и Фамина есть, и Морес, и Филипп Кесье, который, кстати, отметился единственным голом в этом матче. Ну и Менди в воротах еще тоже такой состав звездный, чего все это стоит. Гвилисиани не сказать, что провел какой-то выдающийся матч или неудачный. Я, если честно, обзора даже не смотрел, посмотрел по статистике. Он не самый худший в команде, ну и не самый лучший. Вот какой-то такой срединный матч, проиграли 0-1, но что важно отметить, что 13 был коэффициент на гостей в этой игре, то есть они совсем не были фаворитами, поэтому, наверное, удивляться такому исходу совершенно не стоит. Ну и прежде чем мы перейдем к матчам Лиги чемпионов, пару слов еще про Сабу Лабжанидзе, футболиста, который регулярно играет в основном составе Атланты. И вот у него была очередная встреча с командой Лео Месси. Лео, правда, в основе не вышел, но тем не менее. Играли в Атланте на прекрасной арене, и сначала Интер Майами открыл счет в этой игре, потом, на удивление, Лабжанидзе забил головой. Но знаете, что интересно в этом забитом мяче? Если посмотреть медленный повтор, то там все-таки был рикошет, и знаете, когда в динамике смотришь, кажется странным, как вратарь вот может так между ног пустить. И таким образом Лабжанидзе забил первый мяч своей команды в этом матче. Потом была борьба, штрафной, буквально спустя несколько минут, опять рикошет, и опять Майами выходит вперед. Потом Миранчук сделал свое дело, как комментаторы местного назвали, 13-миллионный чувак, потому что именно столько отдали за его трансфер, и он сравнял счет стал 2-2, и вот в этой самой концовочке было два прекрасных момента у Лабжанидзе, чтобы вообще стать героем матча и забить решающий победный гол. Сначала, обратите внимание, кстати, что на одном фланге играет Лабжанидзе, потом на другом, не знаю, задание это тренера, или сам он как-то так проявляет креативность, но вот момент с правого фланга, буквально сразу же после гола Миранчука, проход, пытался на замахе убрать соперника, ударил, один рикошет, второй, и вот мяч попал в штангу. Представляете, совсем рядом, вот чуть-чуть бы еще
в сторону он ушел, и ну, без шансов для вратаря, и счет стал бы 3-2. Хотя, знаете, МЛС такой турнир, что может быть и 3-3 потом бы стал, да, кто знает. Месси все-таки был на поле, они с Суаресом там моменты создавали, но не забивали. И вот уже 90 плюс 5, похожий момент уже с другого фланга, опять Лабжанидзе убирает, соперника бьет, но в дальний угол не попадает. В итоге матч заканчивается со счетом 2-2, Лабжанидзе опять один из лучших на поле. Ну, наверное, стоит отметить, что он себе может этот матч завести в актив. Ну а теперь переходим к Лиге Чемпионов. 3 игровых дня в Лиге Чемпионов. Когда такое было? Никогда. Ответ. Всегда играли вторник-среда, а тут вот, знаете, такой пиар-акцию, можно сказать, провели, чтобы все поняли, что теперь матчей в Лиге Чемпионов гораздо больше. Я ожидал, что 3 футболиста сборной Грузии примут участие в этих играх, но, к сожалению, иначе думал тренер Шахтера. Ираклий Азарови уже второй матч подряд остается на скамейке, ни минуты он вообще не получает на поле. К сожалению, так. Ну, невзрачная игра с Болоньей. Болонья Шахтер 0-0. Азарови не играл, поэтому об этом матче долго говорить не будем. Другая игра куда более интереснее, поскольку Азарови уже играл в прошлом сезоне в Лиге Чемпионов, для него это не было дебютом. И вот 26-м грузином в Лиге Чемпионов стал Гурам Кашия, как пели мы в аэропорту, когда встречали сборную Грузии вместе с болельщиками сборной Грузии. Так вот, он дебютировал в Лиге Чемпионов, очень был сложный выезд, Селтик, Глазго. И, знаете, было видно какое-то волнение с самых первых минут и у Гурама, и, мне кажется, вообще у всей команды. Было много таких, знаете, каких-то невынужденных ошибок. Я помню эпизод в начале игры, когда просто покатили Гураму мяч, а он как-то не понял, что это ему была передача. И мяч потерял, едва не пропустила команда после этого. Потом в итоге Селтик достаточно быстро счет открыл, была подача с углового, там как будто бы не разобрались, кто должен был идти, перекрывать нападающего, в итоге он продавил центр обороны Слована, счет стал 1-0, и вот как будто бы это уже задало тон будущей игре. Да, до конца первого тайма забитых мячей больше не было, мне вспоминается еще подкат Гурама Каши, как он, знаете, так влетел, прям прибежал, подкатился. Такое смелое действие, которое у него очень хорошо получилось. А в остальном, мне кажется, вот какие-то у него были постоянно сомнения. Вот я уже сказал про тот эпизод в начале. И вот уже второй тайм начинается. Проход с фланга, следует такая передача вдоль ворот. Гурам Каши буквально в метре от мяча в принципе может дотянуться, но, видимо, не рискует, боится, что сможет срезать мяч в свои ворота. В итоге, знаете, так демонстративно ногу убирают, но я думаю, что на скриншоте это видно. И здесь уже японский нападающий забивает второй гол. Вот здесь уже как будто все стало ясно. Потом случилась ошибка Игнатенко, накладка, долбанул он по ноге нападающему Селтика, пенальти, счет стал 3-0. Кстати, Арне Энгельс забил. Если вспоминать уж Энгельса, то вспоминается такая цитата: «Трусость отнимает разум». Вот у меня ощущение, что на какой-то момент трусость этот разум отняла как раз-таки у футболистов Слована. Но вот знаете, после 3-0 как будто разум вернулся, и Энгельс больше был не страшен. Побежали вперед, там была какая-то срезка непонятная, и Кевин Вимер просто, ну, какой-то, мне кажется, лучший мяч вообще забитый в первом туре вот этой групповой фазы Лиги Чемпионов, долбанул внешне в дальнюю девятку, крученый удар, там вратарь летел, защитник летел, а все без толку. И счет стал 3-1. Я смотрел матч целиком и подумалось, ну, может быть, сейчас что-то получится условно. Но, знаете, вот эти вот японцы, трио японцев в нападении у Селтика, это какая-то сборная Японии, они просто какие-то термоядерные. Раскатали трехходовку, опять Каши, ну, как будто бы пытался мяч перехватить, подставлял ногу, но вот было ощущение, что он боялся свалить. В итоге передача прошла ему за спину, и там уже 4-1. Ну, а пятый забитый мяч, там уже пошел он через правый фланг, и Каши в нем в этом эпизоде участия не принимал. Вот так вот 1-5, наверное, обидно, наверное, унизительно, но, знаете, мне здесь, наверное, хотелось бы даже не про Слован поговорить, а про Селтик. И главный тренер которого, Брэндон Роджерс, после матча сказал, что, знаете, давайте заканчивать турнир, Бавария первая, мы вторые, давайте мы в финал сыграем и все. Но нет, ребят, нельзя. 8 туров еще впереди, а потом еще и плей-офф, матчей очень много. И я думаю, что для Каши это очень хорошая новость, потому что, ну, Селтик не самый легкий соперник, да и дальше там еще сложнее будет. Я здесь графику выведу, с кем еще играть
слово ну что же, соперник непростой, но это все опыт. Вот сборная Грузии получила опыт, и посмотрите, как сейчас она играет. Я думаю, что и Кашия, получив опыт Лиги Чемпионов, еще прибавит, хотя, казалось бы, 37 лет, куда уже прибавлять. Главное, чтобы хватило сил и чтобы без травм. И вот еще один дебют грузинский, который состоялся в этой Лиге Чемпионов в этом году. Это Атар Китаишвили, но у него совсем другая позиция. Он играет скорее в опорной зоне. И вот он вышел в стартовом составе своей команды футбольного клуба «Штурм». Играют они в Бресте. Этот матч идет прямо сейчас. Пока вот я посмотрел первый тайм, не так много мяч доходил до Китаишвили, и, знаете, как-то даже тяжело оценивать его игру. Несколько передач он пытался там давать диагональных, пытался мяч продвигать вперед. Но пока вот Брест, хозяева, которые дебютируют в Лиге Чемпионов, Штурм, кстати, уже там играл, очень давно это было, но играл. И Брест, в общем-то, очень хорошо играет, мяч контролирует, моменты создает. Ну, пожалуй, все, что я могу сказать. Если что-то еще будет интересно, я добавлю в конце этого видео, когда я его буду монтировать. Но пока вот так, Брест ведет 1-0, но у Штурма, мне кажется, что моменты есть, шансы есть вполне отыграться. Ну и в конце я выведу здесь статистику Китаишвили, как он этот матч провел. Хочется сделать, знаете, этот выпуск заранее, при этом снабдив его всей статистикой, поэтому я надеюсь, что вы меня за это простите. Ну что же, вот такой выпуск Сакартвело. Я объединил здесь матчи Лиги Чемпионов с матчами в национальных чемпионатах. Надеюсь, что вам было интересно. Пожалуйста, поставьте лайк, оставьте комментарий, если вам нравится этот формат, если его нужно продолжать. Я иногда сомневаюсь, нужно ли, но надеюсь, что действительно это познавательно. Ну и мы, конечно же, с нетерпением ждем выходных, где мы вновь увидим их Вичу, и Микаутадзе, и Мамардашвили, у которого сейчас не все лучшим образом складывается. Матчей будет еще больше, постараюсь все проанализировать, все вам рассказать. Всем спасибо, до новых встреч. Сакартвелос Гаумаджос. Check this, ready. Stop this,